Все достаточно просто. Мы оперируем определенными сведениями, на которых строим свои версии. Версии эти вращаются либо вокруг обвинений повстанческой стороны вместе с российской в том, что случилась эта трагедия, либо же наоборот в обвинении украинской стороны. Вот мы на сегодняшний день располагаем недостаточным фактовым материалом для того, чтобы о чем-то судить конкретно. Есть комиссия, которая работает, есть приглашенные специалисты, есть люди, которые уже подтвердили на мировом уровне свою квалификацию в расследовании подобного рода происшествий. Они свои выводы сделают. И они, я думаю, достаточно квалифицированно изложат на бумаге все эти свои наблюдения и весь тот анализ материала, с которым они будут работать, для того, чтобы мы могли понять, кто, собственно, в этой ситуации виноват. Вопрос только в другом. Мы на сегодняшний день располагаем совершенно достоверными, так сказать, сведениями из украинских СМИ о том, что якобы украинской стороне было известно заранее о том, что у ополченцев появился БУК. Мы знаем о том, что украинская сторона разместила на сегодняшний день в средствах массовой информации записи телефонных разговоров различных лидеров повстанческих формирований или иных бойцов повстанческого движения, где они якобы обсуждают проблему доставки БУКа, наличия БУКа и прочее. Все эти записи датированы днями ранее, за день до трагедии и ранее. То есть мы можем говорить о том, что украинская сторона, если они уверяют, что это действительно подлинные доказательства, что украинская сторона заранее располагала сведениями о том, что БУК у повстанцев имеется в наличии, и доставляется в зону боевых действий, в частности в район города Снежного, где, по их мнению, и был произведен выстрел, который унес такое количество жизней. С точки зрения нормальной юриспруденции, это означает, что они знали о наступлении последствий и желали наступления этих последствий. Это состав преступления. Потому что если бы они поступили в этой ситуации непреднамеренно, если они хотели бы избежать жертв, располагая такой информацией, как они заверяют, достоверной, то первое, что они должны были бы сделать, они должны были бы увести маршруты гражданских авиалиний в зону как можно дальше от зоны боевых действий. Мало того, они неожиданно в этот день в районе Снежного, в районе Сармагила вдруг активизировали свою авиаактивность, и самолеты, которые несколько дней до этого не появлялись над этой зоной, вдруг активно начали бомбить то Сармагилу, то позиции ополченцев. И если мы на сегодняшний день не можем гарантированно говорить о том, был ли у ополченцев БУК или не было, и есть доказательства того, что этого БУКа там не было, то, по крайней мере, если украинская сторона уверяет, что они располагают достоверными сведениями, они сами роют себе яму. Таким самым они подписываются под тем, что они располагали сведениями о наличии у ополченцев БУКа, что якобы ополченцы доставили этот БУК в зону боевых действий, но при этом украинская сторона, которая участвовала в составлении маршрутов пролета гражданских средств авиационных, ничего не сделала для того, чтобы эти средства авиационные не попали в зону боевых действий. То есть в любом случае это преступление. В любом случае украинская сторона несет полную ответственность и вину за то, что произошло. То есть любой нормальный человек, который не преследовал бы никаких гадких целей в этой ситуации, зная о том, что у ополченцев появилось такое средство огневого прикрытия противовоздушное, трубил бы во все трубы и кричал бы, что не дай бог не пролетайте над зоной боевых действий, потому что может быть случайное применение, может вас с кем-то спутают, может быть будет применение по авиации военной, но при этом военная авиация применит какие-нибудь там термоловушки, маневры авиационные, и ракета достанется кому-нибудь другому. То есть в любом случае украинская сторона обязана была принять все меры для того, чтобы гражданские суда над зоной боевых действий не пролетали. А мы располагаем сведениями из официальных источников о том, что над зоной боевых действий в тот день пролетело минимум 3 гражданских самолета. И любой бы из них мог, в случае, если бы ополченцы имели БУК и применяли бы этот БУК, оказаться на месте этого злосчастного Боинга, падение которого унесло столько ни в чем не повинных жизней.